Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем шить с вами блоки 3D наподобие вот таких или вот таких. Там уже вы сами выберете, какие вам нравятся, но очень рекомендую накрахмалить ткань перед использованием, потому что здесь будет много косых срезов. Нам понадобится 3 ткани: светлая, средней насыщенности и темная. Каждой ткани нам понадобится по 2 полосы. Светлую я взяла одинаковую ткань, а темную и средней насыщенности я возьму разных цветов, чтобы сделать разные кубы. Вот видите, оранжевая тоже. Одна светлее, другая темнее. Темные мы на одну сторону кладем, светлые на другую и сшиваем полосы с припуском 0,7 см. Припуски разутюживаем. Теперь нам нужно наши заготовки разрезать под углом 60 градусов. Для того, чтобы не терять вот этот уголок, резать мы начнем отсюда, со стыка темной и светлой полосы. Кладем линейку так, чтобы линия 60 градусов располагалась точно по шву, и отрезаем этот уголок. Теперь разворачиваем заготовку и нарежем на полосы шириной 6,5 см, потому что это ширина нашей центральной полосы после сшивания. Совмещаем шов с линией в 60 градусов и отрезаем первую полоску. Так мы нарезаем всю нашу полосу или отрезаем столько заготовок, сколько нужно. Со второй заготовкой будем поступать точно так же, только нарезать мы ее будем в другую сторону. Также прикладываем линейку, чтобы линия в 60 градусов совпадала со строчкой. И отрезаем этот уголок. Также нарезаем полосы шириной 6,5 см. Вот здесь должно быть 6,5 см, а здесь должна проходить линия в 60 градусов. Вот так я нарезала все полосы. Теперь эти полосы нам нужно будет разрезать еще пополам. Режем по диагонали. Прикладываем линию 60 градусов. Если мы все правильно отмерили, то вот здесь в уголках все должно совпасть. Вот смотрите. Должны получиться вот такие детали. С темной заготовкой поступаем также. Разрезаем белый центральный ромб пополам. И вот из двух деталей от разных заготовок у нас получаются вот такие кубы. Вот эти уголочки мы тоже будем использовать. Здесь получилась не целая заготовка, но по одной детальке мы сможем из нее выкроить. Вот дополнительный куб у нас получился из уголков. Теперь будем выкладывать наш рисунок. Можно выложить вот такой узор. Для этого просто берем от каждой заготовки по одной детальке и складываем в шахматном порядке. Можно отрезать уголки снизу и перенести их наверх, чтобы получились ровные срезы, как в этой заготовке. Но можно сделать и по-другому. Например, можно сделать пирамиду. Вот здесь я добавлю сейчас деталь, а все пустое пространство заполнить фоновой тканью. Рекомендую использовать черную, потому что она дает эффект глубины, пустоты, и очень хорошо смотрятся на ней такие объемные детали.
Теперь нам нужно будет сшить полосы вертикальные. Складываем вот так детали и прокладываем здесь строчку. Итак, мы будем сшивать все вертикальные полосы, а потом уже сшивать их вместе. Смотрите, совмещать срезы нам нужно не от угла к углу. Это неправильно. Нужно, чтобы вот здесь выступал уголочек как раз на ширину припуска. Скалываем его булавкой. Вот видите, припуск идет параллельно детали. Когда мы сколем эти детали между собой, то строчить нужно, положив ромб вверх, а треугольник вниз, потому что ромб не тянется, а треугольник тянется. И это поможет нам избежать деформации. Строчка должна проходить точно вот в этих впадинках. Вот я проложила строчку, видите? Если вы правильно сложили, у вас ниточки должны отсюда выходить. Вот, получается, детали сошлись идеально. Все швы разутюживаем. Теперь пришиваем следующую деталь. Со следующим рядом поступаем точно так же. Полностью сшиваем весь вертикальный ряд. Когда все ряды у вас будут готовы, тогда можно сшивать их между собой. Нужно совместить вот здесь уголки. Все тщательно скалывайте, потому что здесь косые срезы, все будет съезжать, норовить убежать, поэтому тщательно скалывайте булавками на каждом стыке. Вот здесь нужно в вершину треугольника вколоть тоже булавку. Вот видите, они должны совпасть. Когда вы будете строчить, строчка должна четко по вот этой границе между темным и светлым пройти. Тогда у вас уголочки хорошо сойдутся. Вот я прострочила. И вот так у нас должно получиться. Швы также разутюживаем. Итак, мы сшиваем все полосы в единое полотно. Но смотрите, для вот этого варианта у меня используются другие детали, параллелограммы. Это объемные прямоугольники. В отличие от кубов, у них разные стороны. Смотрите, как здорово получилось. Я тут простегала прямыми линиями. Итак, для того, чтобы получить детали другого размера, мы берем центральную полосу такой же ширины, как и в предыдущих деталях, а крайние полосы мы берем шире и уже. Но нарезать мы будем точно так же, на 6,5 см, как и центральная полоса. Если вы сделаете нарезку другого размера, то у вас кубы получатся разного размера, и вы не сможете их совместить. Дальше поступаем, как и с прошлыми заготовками. Разрезаем светлый ромб по диагонали. Вот у нас получаются такие 3D-детальки, маленькие и большие. Теперь мы можем комбинировать их и получать другой рисунок. Можно выстроить такую же пирамидку, но одну деталь заменить на фоновую ткань. Тогда создастся эффект, как будто бы в вашей пирамиде отверстие в центре. Чтобы заменить отсутствующую деталь, наложите деталь нужного размера на фоновую полоску и вырежьте такой же размер. Ничего не нужно лишнего сшивать. Сшивается все по такому же принципу, как я вам показывала. Сначала вертикальные полосы, а затем только сшивать их вместе.
Еще вот такой вариант. Для этого нужно совмещать заготовки разных размеров. Смотрите. Они должны совпадать только белой полосой. Тогда создается эффект, что ваши ступеньки имеют разную высоту. Можно делать ступеньки выше, ниже. Тоже такой интересный эффект асимметрии. Сшиваем также полосами. Также можно дополнить фоновой тканью. Еще один вариант. Тут у нас сшиваются полосы по диагонали. Не вертикальные, а диагональные. Располагаем детали по диагонали. И получается вот такой интересный эффект. От маленькой ступени к большой. Ну, здесь, конечно, отходов будет побольше, потому что придется отрезать часть деталей. А сшивается все точно так же. Вот смотрите, в этой заготовке, там, где кубы с одинаковыми сторонами, как ее ни крути, эффекта нет, она выглядит одинаково. А вот когда детали разные, тогда уже создается совсем другой эффект. Приступим к расчетам. Смотрите, для того, чтобы вам рассчитать размер куба, ширину полос, которые вам нужны для вашего размера, берете свой размер куба, к примеру, это будет x. Так вот, чтобы рассчитать центральную полосу, она у нас А, x делим на 2 и к этому размеру прибавляем 4 припуска. Если у нас куб нужен 10 сантиметров, то мы делим его на 2, получается 5 сантиметров. Прибавляем 4 припуска. Я на припуске всегда прибавляю 0,7-0,75. Поэтому 4 припуска будет 3 сантиметра. 5 плюс 3 – 8. Значит, центральная полоса, как мы с вами шили, 8 сантиметров. А вот это расстояние, ширина полосы, которую мы нарезаем, она всегда равна ширина полосы А минус 2 припуска. Если у нас центральная полоса 8 сантиметров, минус 2 припуска это 1,5 сантиметра, получается 6,5. Как раз ширина полос, которые мы с вами нарезали. Если вы будете делать другой размер, то у вас будет полоса уже или шире. Вот смотрите, вот 6,5 сантиметров. Значит, и тут вы откладываете 6,5 сантиметров от среза, уже от срезанного края в 60 градусов. Теперь для того, чтобы вычислить полосы, которые должны быть по краям, полосы Б, у нас это полосы А минус 2 припуска. Получается 8 минус 1,5 равно 6,5. Это для равностороннего куба, у которого все стороны будут равны. Если же вы хотите сделать детали меньше или больше, то смотрите, центр вы берете такой же, как расчеты вы делали, а вот эти полосы, крайние, полосы Б, вы берете меньше или больше, в зависимости от вашего желания. Но центральную полосу всегда вы нарезаете на 6,5 сантиметров. А вот эти летающие кубы мы будем шить в следующий раз. Пишите в комментариях, какие вам больше нравятся. А на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч!